Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Главное событие вашего июня. К чему приготовиться прямо сейчас. И Таро-расклад наш будет или пасьянс на одну ключевую позицию, которую мы прямо сейчас с вами будем узнавать. И ту позицию, которая станет для вас, может быть, поворотным моментом в июне месяце. Что приготовила вам судьба? Ну и к чему приготовиться вам? И я так надеюсь, вот та интрига, которая, может быть, предшествует поворотному событию, нам расскажут карты пасьянса. А после мы с вами узнаем, так что же это будет в конце концов для вас. Итак, смотрю я, смотрите и вы. Нам карты и расскажут, и покажут, о чем. О чем будет идти речь? У вас совпадает, смотрите, сразу практически, да? Какие-то инстанции. Открытая книга – это учреждение. Может быть и конторы, какие-то офисы, высокопоставленные лица. Возможно, у кого-то получение документов, у кого-то банально работа. Вот смотрите, ну не все так, наверное, однозначно, потому что у вас выпадает маска. Маска – это всегда скрытый враг. Ну, так, по крайней мере, прописано. Выпадают деньги. Может быть, какая-то тема и денежная. Я этого тоже не исключаю. Хотя и допускаю, сами по себе значения могут быть разрозненными. То есть, может быть, дела официальные какие-то, дела рабочие, да, с получением денег. Хотя, когда выпадают именно деньги в пасьянсе, это само по себе получение. Но вот все-таки быть повнимательней. Потому что ведь маска – это как бы олицетворение той персоны, которая себе либо не дает информации, либо вы этого человека не видите, либо этот человек, который пытается втереться в доверие. Вот хочется сказать и так. Череп – это переживание. Но, может быть, есть какая-то тема, которая тоже не нова. А тем не менее, смотрите, у вас выпадает прочный союз, кольцо с кем-то. Более того, о, как интересно, тут у вас все получается, закручивается. Смотрите, тут и гости. Давайте все разложу и сейчас буду рассказывать. Когда в нашем пасьянсе и кольцо, и буквально венок – это как тот союз, который может быть личного плана, даже у кого-то из вас, ну, понятно, не для всех, будем реалистами, кому это соответствует. Может быть, какая-то история вот вашей дружбы, ваших взаимоотношений. Потому что прописано сочетание, как свадьба. Или подготовка к таковой. Или когда, ну, может быть, у кого-то помолвка, или когда происходит, ну, вот как помолвка, да, будем говорить, когда люди дают друг другу обещания. Поэтому, конечно, я не исключаю, что для кого-то это будет просто у какой-то важный человек в вашей жизни, надежный человек по кольцу, это прочная действительно связь, прочный союз. Но тот, который вам, ну, или помогает, или который придает вам вдохновение, может быть, да, но у вас тут все же какая-то, как официальная процедура, а может быть и известие, мои дорогие близнецы. 15 числа новолуние в вашем знаке зодиака. А с 9 по 13 у нас соединение идет двух планет малого большого счастья. Очень редкий транзит, когда Венера и Юпитер именно встречаются. И это вот, как мы говорим, да, малое счастье Венера, а большое это Юпитер. Хотя Юпитер провластная планета, поэтому у вас может совпадать с каким-то оформлением важным или получением известия. Кроме того, ваш знак отвечает именно за коммуникацию, и вот это новолуние, которое состоится 15 числа, это не просто один какой-то день. Тут, скорее всего, это, ну, такая более далекая траектория с заходом на июль, где-то нам дает так астрологически, да, пространство, подсказку, ты не торопись, потому что ваша планета-управитель перейдет в ретро-движение в конце месяца, но вообще для достижения или для организации собственной жизни, для того, чтобы с чем-то определиться. Я не исключаю гости, может быть и к вам гости, может быть и вы к кому-то в гости, но вот есть определенный драйв. Но вот эта меня маска настораживает, будьте аккуратны, потому что это как будто кто-то наблюдает.
Может быть, мешает своими советами ненужными, да, которые никто не спрашивает. Или наоборот, пытается вас увести от какой-то цели. Тут ведь по-разному может быть. Ну вот, и, пожалуй, интересное такое сочетание. Будьте внимательны, правда. А мы с вами пойдем дальше. Итак, как главное событие, что это будет для вас? Что для близнецов? Нулевой аркан. Вообще, это новый жизненный этап. Вообще, это еще и вдохновение. Правда, иногда проигрываются путешествия. У кого-то может даже проиграться таким образом, как новое знакомство. И, кстати, астрологически я такого тоже не исключаю. Может быть, любовь, какая-то важная встреча. Возможно, новая, когда встреча. Или пусть это при каких-то неопределенных таких ситуациях, когда нулевой аркан. Тут мы могли не ожидать ничего подобного. Да, ну, наверное, как любовь нечаянно нагрянет, может быть, и для кого-то так проиграется. А ведь и правда, смотрите. Хотя я допускаю, у кого-то может быть просто приятная какая-то новость о том, что вот добрые, да, вести, пусть даже с получением документа, но где-то пажи – это у нас всегда вестники. Поэтому, видимо, информации будет много, как главное событие. Пусть это как перемены в жизни определенных людей. Может быть, вы принимаете участие или у людей что-то происходит, но это каким-то образом будет оказывать влияние на вас. Вам как будто приходят вести, и вы для себя как будто тут тоже что-то определяете. Ну, свою траекторию, но явно будет очень много раздумий. Вроде как есть возможности, а вот как поступить? Карта искаженного восприятия. А что это такое? Потому что нулевой старший аркан, да, с одной стороны это говорит, вот как переворачиваете страницу собственной жизни. Какой-то переломный, поворотный момент может быть. Причем вторая карта у нас туз кубков. Это радость, счастье. Ну, это как минимум приятные эмоции. Ну, у кого-то, как я сказала, любовь. Но иногда... Но вот тут по этой карте мы ведь можем поторопиться. Но все же давайте будем раскрывать, что же это за главное событие. Карта мага. Должна сказать, это ваша карта. Пусть не в этой колоде, но в некоторых колодах указана в одном углу планета Меркурий, как ваша планета-управитель, а в другом углу будет указано либо Близнецы, либо Дева. Ну, иногда тут по-разному. Поэтому где-то это ваша энергетика, потому как, ну, маг, да, Меркурий мы говорим. Это, конечно, коммуникация, способность договориться. Может быть, это мы говорим, все-таки иногда кроется за этой картой какое-то манипулирование, будем реалистами, всегда к этому призываю. И, в принципе, рядом у нас тут та маска, о которой мы рассуждали. Может быть, и вам придется быть осмотрительным где-то, осторожным, но ведь маг великий практик. Я бы сказала, что тут вы будете что-то доводить до ума. Давайте узнаем. Что-то доводить до ума и одновременно себе говорить, ну, явно есть какой-то итог. Смотрите, иногда по этой карте девятки жезлов мы можем даже выходить из одиночества. Выходить, это что я имею в виду? Не буквально в двери мы выходим, да? Это когда вы примете либо решение, ну, уже рассмотреть, как новое знакомство, расширить собственное общение, что-то вам может быть интересно. Или для вас состоится, может быть, какое-то важное общение, к примеру, да? Или получите вы новость. Может быть, эта новость будет касаться именно даже работы. Я такое не исключаю, потому что вообще у мага все стихии в руках. Но вот именно теперь вы как будто понимаете, что есть какое-то дело в вашей жизни, когда вы можете себе смело сказать: «Я сделал или сделала все, что могла, ну или мог». И вот теперь наступает совершенно новый жизненный этап. Волшебное время до конца июня, вам высшие силы помогают. Это карта финансового успеха, а рядом с ней еще и колесо фортуны. Старшие арканы сложно трактовать, потому что любая сфера жизни, когда соединяются и возможности, и желания, как главный принцип мага: «Я хочу, я могу, у меня получится». И выпадает еще и колесо фортуны, да рядом шестерка пентаклей. Тут, правда, тут может и решиться вопрос по финансам. Возможно, вам еще один старший аркан — отшельник.
Я могу даже предположить, что вы несколько устанете от людей, мои дорогие близнецы. Может быть, и будет. Сначала какой-то приток эмоций, а может быть и людей. Когда очень много событий вокруг вас примут динамику такую, знаете, как по нарастающей. Но, видимо, захочется так вот побыть в тишине, либо привести мысли в порядок, либо есть какая-то тема, которую вам самим нужно решить. Решить однозначно. Когда либо вот я сейчас решаю и решаюсь на что-то, или никогда. Вот какой-то такой момент в вашей жизни может быть. Но с учетом к концу месяца ретро-меркурия, я могу предположить, что даже ту информацию, которую вы получите в средствах массовой информации, к примеру, или то, что нам принесут люди, тут нужно, самое главное, не торопиться реагировать, потому как что-то может быть пересмотрено. Или как будто мы услышали новость, да, а потом мы нечто услышим противоположное. Или первоначальный какой-то смысл, он будет видоизменен. Будьте к этому готовы. То есть тут есть как вибрирующее пространство, которое вокруг вас. Это и люди, это и события, это, возможно, и сама ситуация, да, если мы говорим средства массовой информации, обстановка, может быть, место, где вы находитесь, я тоже не исключаю. Но как будто для вас поставить в точку в тех делах, вопросах, которые, в принципе, мало что не интересно продолжать, так уже и не хочется. Тут действительно, близнецы, что-то вы сделали, ну, как из разряда выложились, может быть, у кого-то работы, может быть, было много, или пусть это по конкретному вопросу, по заданной теме, вы тут что-то сделали очень хорошо. Возможно, это главное событие, когда даже вас поблагодарят, потому что аркан все же отшельника иногда соответствует, мы говорим, мудрец, философ. Возможно, и какая-то ваша идея, которую вы хотите осуществить, она примет новые очертания, новые желания. Я бы сказала, тут вообще новые желания у вас могут появиться. Вот такой интересный июнь месяц. И для этого иногда нам совершенно необходимо побыть как бы один на один с собственными мыслями. Обожаю эту карту именно за то, что когда она выпадает, нам никто не мешает. Вот вам никто не мешает. Ну, самое главное, вот хочется добиться толку. В целом, что за главное событие или какой сферы жизни? Вы знаете, правда, это может быть информация. Просто, видимо, у каждого в своей какой-то стезе или в каком-то своем направлении. Я часто говорю, завершение какой-то путаницы. Да смотрите, еще и одновременно с тузом пентаклей, да. Это может быть как и путаница в деньгах, или, ну вот как нересурсность. Раньше вы что-то не могли осуществить. И посмотрите, 9-й аркан – отшельник, старший, и 9 жезлов. 9 – это всегда пауза. Это всегда, ну вот сродни отшельничества, как ограничение чего-то. Ограничение, ну как пространство, ограничение возможностей, ограничение ресурсов. Вот вы из этого состояния выходите. Вот это, на мой взгляд, важное событие. Какой-то лабиринт или тупик, даже хочется сказать. Мои дорогие близнецы, у вас заканчивается, и у кого-то именно это начинается либо с информации, либо с важного разговора. Тут у каждого по-своему. Ну, или, может быть, это документ. Тогда давайте мы с вами узнаем, а к чему это идет. К чему приготовиться прямо сейчас. Что же там приготовила для вас судьба, что, может быть, будет дальше, и к чему приготовиться вам, да? Деньги, тем не менее. Эта карта иногда обозначает отдых, который мы можем и должны себе позволить. Но эта карта такая, она достаточно холодная. Ну, как, наверное, и финансовые вопросы, которые не терпят эмоций. Но у вас тут вот именно иногда по этой карте есть значение, как почивать на лаврах. То есть это что-то заслуженное. Вот у вас тут, я говорила, явно какой-то вопрос может решиться, вы можете собой даже гордиться. Точно. А у кого-то это может быть как построение карьеры или сама возможность как по карьерной лестнице продвинуться достаточно далеко и, я бы сказала, даже быстро. Вам тут помогает буквально обстановка, а может быть это у кого-то, как, к примеру, меняется руководство или был какой-то человек, вот даже по-простому,
который не собирался увольняться. Ну, вот я такой пример приведу. Но у человека что-то поменялось, и он уходит. А для вас освобождается, возможно, та должность, о которой вы мечтали. Или, как, знаете, какие-то барьеры тоже, да? Может быть, и в виде определенной персоны. Они у вас тоже падают. Да, кстати, работы будет много, потому что эта карта больше такая про рутину, но и одновременно считается одной из лучших карт в колоде на деньги на работу. Поэтому кому нужно найти работу или как, может быть, творчество, вдохновение, или вы что-то изучаете, или приступили к какому-то новому проекту, то понятно, это как наше детище, и нам придется уделять этому внимание. Но как будто эквивалент финансовый вас в июне уже порадует. Еще один старший аркан. Перемены, мои дорогие, на пороге. Может быть, эти перемены у кого-то затронут все сферы жизни. И пусть у нас что-то меняется, допустим, в личной жизни, да, но это значит повлечет перемены и в работе, и в финансах. Может быть, у кого-то вопросы поездки, переезда или приезда кого-то к вам. Но ведь часто по этой карте бывает и такой момент, когда мы наш собственный инсайт, то, что мы когда-то как мечту хотели осуществить, словно из дальнего угла достаем и вот говорим, что вот сейчас время это попробовать, и тогда правда будет прогресс, потому что эта карта все-таки успеха, то есть ваш успех идет к вам, хотя это может быть и совершенно новый инсайт. Для кого-то это может банально проиграться, вопросы, связанные с мобильностью и автомобилем. Или, может быть, много дорог вам придется, ну, где-то совершить, и будет тоже усталость. Но я точно больше карт уже не буду доставать. У вас выпадает, мы ведь спросили, к чему приготовиться. У вас выпадает аркан Солнца. Карта, конечно, о правильном направлении и конкретном сроке 6-8 месяцев, о том, что вам придется вот каким-то проектом или то, что вы чему как положите начало. А может быть, это не начало, а как в новом эквиваленте, в новом качестве что-то будете продолжать. И у вас ведь получится осуществить. Самое активное время 6-8 месяцев. Словно вот это направление, как и выбрать, но и так, уже не распыляясь, настойчиво в этом направлении следовать. Перемены счастливые, хочется сказать. И, конечно, это ясности карта, поэтому ясность какая-то у вас наступит. Ну и как бы по финансам, прямо скажем, очень даже все интересно и неплохо. Нечего добавить, мои дорогие близнецы. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас за ваши комментарии, за вашу помощь, поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Кому недостаточно информации, много информации вы найдете в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.